Всем привет! Сегодня из города, мне кажется, в который я езжу чаще всего для матчей нон-лиги. Это Woking. А вот вам, пожалуйста, для любителей необычной архитектуры, необычных памятников, их вообще в Великобритании дофига, я вам скажу. Ну вот, лежащий человек, но он размером больше, чем реальный, на площади в Вокинге. Вот с ним, пожалуйста, тут фоткаются. Вот вы можете оценить размер этого человека. Эта скульптура носит двойное название. Lion Man, просто лежащий человек, и катафалк. Я не знаю, выбирайте, что вам ближе. Автор Шон Хенри, местный художник, скульптор. Говорят, даже есть карта здесь, по которой можно отыскать всю скульптуру этого Шона Хенри. Но вот этого и искать не надо. Лежит прямо здесь на площади по пути к стадиону. Несмотря на то, что Вокинг очень небольшой город, он, в общем, очень культурный. Во всяком случае, одно великое произведение здесь было написано. Это «Война миров» Герберта Уэллса. Об этом я уже рассказывала в прошлый раз. Ну, может быть, вы не смотрели или запамятовали. Действительно, Герберт Уэллс жил здесь и описал Вокинг в своем романе. И это делает, конечно, роман страшнее, когда все помещено в какие-то реальные условия, а не какой-то абстрактный город придуман. Ну и известнейшая песня группы The Jam, Town Called Malice, была написана про Вокинг. Пол Уэллер родился здесь, вокалист группы, рос здесь, и вот, собственно, всю свою фрустрацию от взросления в этом городе он вложил в песню Town Called Malice. Под песню Town Called Malice я, кстати, делала первый выпуск про Вокинг в 2019 году, из-за чего периодически этот выпуск банится в самых разных странах, по-моему, даже в Новой Зеландии как-то раз забанился, потом разбанился. Ну, видимо, права меняются. Важный сегодня матч. Вокинг играет против Бракли Таун. Оба клуба из Национальной лиги, но это не матч регулярного чемпионата, это Кубок Англии. Я бы сказала, это куда важнее, потому что, вы знаете, что для каждого небольшого клуба, для нон-лиг клуба, пройти как можно дальше в Кубке Англии – это мечта. Ну вот, недавно я делала выпуск про Саттон, относительно недавно, там много об этом говорилось. Ну и у Вокинга тоже были свои приключения. До третьего раунда они дошли в 2019 году, как раз незадолго до моего первого приезда. Играли с Уотфордом тогда. Проиграли 0-2, но это было достойно, и здесь просто стадион переполнен был. Так, раз Town Called Malice играет. Но я не опоздала, но и матч немножечко отложили. Я не знаю, что там случилось. В общем, сообщили, что отложен матч, можно пока зайти в паб. Потому что здесь на трибунах нельзя пить, уровень слишком высокий. Небольшая задержка была, всего 7 минут. В общем, сейчас пойду на трибуны. Что хотела сказать? Довольно много тут изменилось всего с 2019 года. Hi, Martin. Hi, well, I was assistant manager then, and I'm not now. That's changed. But we got promoted that year. We got to the third round of the FA Cup, as you know. You mentioned that in your piece back then. And they've been in the National League ever since. But COVID came and it made it very difficult for the time when I was here and under Alan Dowson. So it was really, the games were played in no crowds. You couldn't get relegated, so there was no need to get a team of any substance. We tried not to spend any money, but in the end that probably went against, and they made a decision to change. And since then they've had two more managers, and now Neil Ardley played a lot of top division football for Wimbledon and has managed a lot at this level. Мартин Тайлер по-прежнему старается приходить на все матчи клуба, потому что, как вы знаете, он большой болельщик Вокинга. Много обвиняли его, как комментатора, что он поддерживает МЮ, поддерживает Челси. Но на самом деле клуб, за которым болеет, это Вокинг. How long you support Woking? Just remind me. Well, from 1953 till now, so that's 47 plus 25, 52, 72 years. Oh my God. Oh my God. I stood just over there for our first game. This side hasn't hardly changed at all. Big stand came quite a long time ago, 20, 30 years ago maybe, and they've done that. And he was my centre forward when we got promotion here and scored the winning goal in the semi-final
when he was offside. Don't start rumours. No. Don't start rumours. What a man. Well done, Jake. Вот там мы стояли с болельщиками Гейтсхеда. Ну и на самом деле мне захотелось еще раз снять про Уокинг, когда мы съездили сюда с фанатами Гейтсхеда. Чемпионат, кстати, Уокинг начал неудачно, и победа над Гейтсхедом 5-0, та самая, на которой мы были, это была первая домашняя победа Уокинга. Well, we've had a bad start, so when you have a bad start, we lost games at the start and we didn't play well, so that sometimes just dents your confidence a bit. So we've had to strip it back, so I don't really want to make too many predictions of what we're looking to do, other than we're looking to try and become a really competitive team and stop performing like we did right at the very start, where something clearly wasn't on point. Между тем Бракли атакует, здесь штрафной, все недовольны, Бракли в желтеньком. I know nothing, to be honest, about working for the club at the moment. But who's the main star of Woking at the moment? Star of Woking Football Club has to be the team spirit and the collectiveness. We haven't got a star player. We've got 21 players who come together and, you know, no blame culture and play as a team. And we didn't do that for the first few games, but we've done it since, and that will be the most powerful thing we can do all season. Нил Ардли, кстати, главный тренер Уокинга, человек примечательный. Он играл в Уимблдоне. Я, правда, не помню, как он играл. Давненько. Это было с 91 по 2002 год. И на тот момент, когда он уходил в 2002 году, он был игроком наиболее long-serving за Уимблдон. Дольше всех там находился. Рекорд принадлежал ему. Так что его, наверное, можно назвать главной звездой Уокинга. Но для меня это тоже немножко ностальгически, потому что, когда мы снимали про Нотс Каунти, он был главным тренером этого клуба. Некоторые выпуски, кстати, именно из-за музыки банятся, но они не существуют, их можно просто через VPN только посмотреть, и Notts County один из таких. Бракли забил. Какой же дурацкий гол. На самом деле с Уокингом нон-блок очень тесно связан, он много раз появлялся у меня на канале. Ну, это был один из первых клубов, про который я сняла. Потом Уокинг был одним из наших первых away выездов с Настей, хотя так не планировалось. Уокинг был командой за промоушеном, который мы наблюдали, и это был один из первых pitch innovation, которые мы совершили. Pitch innovation, чуваки. Мой первый pitch innovation в жизни. А мой тоже. Давай хоть фоточку сделаем. Давай, Уокинг. Может быть, из-за того, что я про Уокинг снимала уже много раз, мне кажется, что все лица здесь какие-то знакомые. How's the things going under Neil Ardley, by the way, now? He's changed the club a lot in like philosophy, like culture around the club, which is good. It still feels there's more in the players than what they're given. So whether that's the manager's fault, I'm not sure. But it feels like the players are good enough to be high in the league, but they're not shown enough on the pitch. But he is like the nicest guy, which is quite hard to like come to terms with, because he's a nice guy. He's making sure the culture's changed, the club's changed in the last year. He's turned a lot around. It just the performances are not quite good enough. That's it. Уголок нытика на месте. Монерс Корнер. На месте, но, кстати, закрыт, смотрите. А вообще в перерыве есть о чем поныть. Как в любом уважающем себя достаточно большом клубе нон-лиги, здесь есть и большой клабхаус. Мы его вам показывали на самом деле в выпуске о промоушенах в свое время. Здесь было вообще яблоку негде упасть, но пока ранние стадии FA Cup и не так уж много здесь народ. На самом деле билет я купила без проблем. Интересно, что билет на кубок дешевле, чем билет на матч чемпионата. Всего 15 фунтов.
Если я не ошибаюсь, все те разы, что я приходила на вокинг, я приносила им удачу. Поэтому, алло, где мои футболы? Еще 0-1, второй тайм идет. Если вам интересно, насколько сильная команда Браклитаун, ну, примерно такая же, как Вокинг, на самом деле. Они на 16 месте сейчас национальной лиги, а Вокинг на 18-м. В общем, как-то так. The game wasn't great. It wasn't attacking enough, and defensively they're really good. But going forward, the ball doesn't go forward enough. I think attacking wise, it's not good enough at the moment. Матч закончился 1-1. Ну, немножко разочарованы фанаты Вокинга, потому что теперь будет переигровка очень скоро, во вторник, буквально через 3 дня, на поле Бракли. Ну, а я подзагорела. Мне весь матч солнце светило прямо в лицо, а я забыла уже, естественно, про все санскрины, про прочее, потому что октябрь же, какое солнце. В общем, вот, пока у нас тут неплохая погода, снимать про нон-лигу одно удовольствие. Надеюсь, вам понравился этот небольшой ностальгический выпуск про вокинг. Ну и в целом я к этому клубу отношусь с очень большой теплотой и наверняка еще не раз сюда заеду. Ну а на этом все. Пока-пока. Скоро увидимся.